Камера видеонаблюдения с AliExpress. Магазин AceCam. Ссылка в описании. Заходите именно на камеру, оставляю ссылку. А там уже в магазине смотри ассортимент. Много чего по видеонаблюдению и за адекватные цены. Много я вам показываю. Недавно видеорегистратор приобрел. Трудится у меня 32-канальный. Также очень классная цена на него, XMI-евский. А вот камеру к нему. AceCam 8 мегапикселей, 2,8 мм объектив. PoE 48 вольт, 12-вольтовое питание также. И Face Detection имеется. Камера также XMI-евская в корпусе купольном. Так вот все приходит. Небольшая упаковка, потому что блока питания по традиции, так сказать, уже с PoE-камерами не укомплектовывается блок питания. Есть возможность у тебя выбора подключать или 12-вольтовым блоком. Какая у тебя система видеонаблюдения. И какой смысл, в общем-то, покупки этих камер, вот этих универсальных по питанию, в том, что у тебя сегодня, например, 12-вольтовая система видеонаблюдения, несколько камер и блок питания, к ним общий 12-вольтовый. Завтра ты переходишь на PoE, и у тебя эта камера будет работать как сейчас в 12-вольтовой твоей системе, так и после, по одному кабелю по PoE. Такой вот PoE адаптер, именно встроенный на отводе кабеля. Есть камеры, у которых внутри, но так как у нас камера имеет небольшие возможности, то есть объем по корпусу, то поэтому PoE сплиттер вынесен сюда, PoE адаптер, который будет у тебя в распредкоробке помещен. Кстати, сюда можно сделать герметичный подвод. Ну да, вот так оно и есть. Муфта на RJ45 герметичная, и ты можешь это все под открытым небом, ну, в общем-то, желательно где-то под козырьком, под крышей, но не обязательно это будет помещать в распредкоробку, если ты подключишь одно по PoE 48 вольт кабель и загерметизируешь вот этой вот муфтой, именно вот эту вот соединение. Так, как герметизировать, как собирать муфту вот эту, делал я отдельно видео. Если ссылку не дал в комментариях, то ты пишешь: Роман, дай ссылку на герметизацию по муфте. Я тебе сразу даю ссылку на видео, если ты не нашел на ютубе. Тогда мы просто закрываем герметичной пробкой разъем питания 12 вольт, и у нас все работает по одному кабелю. Smart PoE и какой стандарт PoE прописано на отметке. Камера идет полностью уличный вариант. Потолочное идеальное крепление, но также эти камеры используются и в стеновом креплении. Угол настраивается под таким углом, который ты хочешь, так и настроишь эту камеру. Многие смотрят, обходят их стороной, потому что, ну как, думают, что это чисто потолочный вариант. Нет, стеновой также ты можешь настроить. Смотри, вот стена у тебя, и камера может смотреть практически под любым углом, как тебе нужно. Вот это все пластик, ну пластик такой, который можно использовать без проблем. Снимается верхнее, то есть кольцо такое. Далее у нас камера разбирается вот так вот. Здесь трещотка, фиксируется хорошо направление камеры, поменял, зафиксировал. В общем-то, разборку ты будешь делать один раз, когда захочешь установить камеру. Установил куда нужно, или на потолок, или на стену, и потом собрал ее в обратном порядке. Ничего сложного нету. Это все пластик, но пластик такой нормальный. А это у нас сама камера, само глазное вот яблоко такое, идет в металлическом корпусе. Это металл, алюминиевый сплав, разборный вариант. Откручиваешь, рассоединяешь, герметичная прокладка имеется, и там помодульно собрано. Пару модулей, скорее всего, стоит. И все. Камера без поддержки карт памяти. Камера чисто для работы в системе видеонаблюдения, в которой есть видеорегистратор. Но она также может сама работать. Это IP-камера. На компьютер ты можешь ее вывести. И в программе CMS, VMS также есть у меня видео, как это делать. Создал папку, и она пишет у тебя на
папку в компьютере. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Идеальный вариант с XMI-евским видеорегистратором, так как эта камера имеет функцию фиксации лица человека. Поэтому видеорегистратор также и XMI-евский поддерживает эту функцию. И они будут работать в паре, и видеорегистратор будет вести аналитику и создавать записи именно по лицам. Зафиксировала камера лицо человека, ты можешь за день или за какой-то период отобрать, что камера фиксировала, то есть какие лица были, и включать запись по ним. Это имеет встроенный микрофон, все это есть. И 3 ночных режима имеет камера двойного назначения. LED и K светодиоды могут светить невидимым инфракрасным излучением с черно-белой картинкой, могут светить белым лучом, при этом камера будет показывать ночью в цвете. Кстати, камеру можно использовать как вот настольный вариант. Кабельный канал есть, кабель лежит, просто камеру поставил, например, временно тебе нужно ее использовать, направил вперед вот так вот. Выставил как надо, подключил, и камера у тебя работает. На шкафу, там где ты ее установил, простейшее подключение камеры. Буду подключать ее 12-вольтовым блоком питания, потому что POE у меня все задействованы. Также идеальный вариант, если у тебя POE-коммутатор, POE-видеорегистратор. К POE-видеорегистратору задействуешь один кабель, подключаешь в разъем видеорегистратора на свободный канал. Камера автоматически, без всяких вообще танцев с бубном, подключение сделал кабелем, видеорегистратор ее автоматически находит и выводит на свободный канал. Просто добавить камеру в домашнюю сеть и потом обычным видеорегистратором нужно найти в домашней сети. Подключай ее или одним кабелем в POE-коммутатор или в блок питания POE. Я буду подключать 12-вольтовым. В последующем, когда камера у меня в домашней сети, я могу подключать ее по POE, без всяких перенастроек. Кабель от роутера, обратный конец RJ45 я подключаю в свободный разъем роутера, своего домашнего, который подключен к интернету и к которому подключен видеорегистратор также кабелем, компьютеры, все. И включаю блок питания в розетку 220 вольт, подаю питание. Индикация. Есть индикация на POE адаптере. Камера щелкает, слышно ИК-фильтром день-ночь, то есть обычная загрузка IP-камеры. И здесь сейчас ничего не нужно тебе делать, не заходить, не нужно менять камере IP-адрес, все работает в автомате. Функция DHCP уже давно идет включенная в этих, в современных камерах видеонаблюдения, поэтому просто подключил. И камеру можешь уже искать в домашней сети, она уже есть у тебя в домашней сети, видеорегистратор ее найдет. Очень-таки неплохая картинка с камеры за ее деньги. Немного темно, потому что на улице пасмурно, но это все регулируется в настройках камеры. Даже вот с видеорегистратора ты можешь зайти в настройки цветности и увеличивать себе яркость на камеру. Вот все работает, подстраивай как хочешь под свои требования. И также дневная картинка регулируется, и также ночная с видеорегистратора. И также веб-интерфейс есть на компьютере. Заходишь по внутреннему IP-адресу с Google Chrome, например, запускает тебя в полные настройки камеры. Все там делаешь, что захочешь. Это если при условии, если тебе нужно зайти на регулировку камеры, если она у тебя, например, одна в системе или же без видеорегистратора. Также с приложения есть там некоторые настройки, также и по цветности есть. Все возможно это делать. Приложение XMI, ICC на смартфоне. В моем случае, когда я подключил камеру к видеорегистратору XMI-евскому, я могу с его приложения заходить и открывать как одну камеру, вот, так и несколько камер. Сейчас я вам покажу на приложении. Именно с видеорегистратора. Камера с приложения на видеорегистраторе со звуком. Звук из микрофона камеры. Нормальный звук улицы. Даю слушать в микрофон. Никаких посторонних звуков, шум улицы. Это в SD качестве в HD переключаю, и детализация лучше становится. Но при этом битрейт больше, и нужен качественный интернет для хорошего просмотра. Вот так вот все это происходит. И если несколько камер нужно, ты открываешь те, что есть у тебя на видеорегистраторе.
несколько камер открываются для одновременного просмотра через приложение. Но это уже когда камера работает у тебя в твоей большой системе видеонаблюдения. С видеорегистратора захожу правой клавишей мыши, кликаю, вызываю под меню и IP-камера. Верхний раздел версия, там будет у тебя QR-код для добавления камеры на приложение отдельно, например, с ID-номером камеры. Настройки изображения, настройки по камере полные, в общем-то, все, что нужно здесь есть. И VDR режим включить, если нужно. Давайте, кстати, и включим. Осветление темных участков как днем, так и ночью. Свет установлен, и здесь у нас управление 3 ночными режимами камеры. Можно с видеорегистратора все это делать. Интеллектуальный, то есть Smart Alert по движению, по человеку, по лицу. Камера будет включать белые светодиоды. Посмотрим дальше, что нас сейчас интересует. Компрессия. Разрешение 4К, 8 мегапикселей и с возможностью смены разрешений. Можно камеру поставить в 2 мегапикселя, 3, 5, 4. Формат сжатия также двухформатная, 265 современный и 264 для тех систем, которые не поддерживают аж 265 формат сжатия. Поставлю в прекрасно запись, соответственно битрейт у нас увеличивается, вы видите, соответственно будет весить файл больше и занимать будет больше места на жестком диске видеорегистратора. Ну, тут уже выбирайте, что вам нужно. Или качество хорошее, соответственно, места больше. Также и с разрешением это дело связано. По 4К 8 мегапикселей, максимум вот 15 кадров. Ну, это видеорегистратор 17 ставит. 15. Если хочешь больше число кадров, уменьшай разрешение. При 5 мегапикселях будет 20 или 25 кадров в секунду. Наверное, идеальное соотношение. Ну, факт тому, что выбор у тебя есть, и ты можешь этим вот пользоваться. Камера имеет возможность менять разрешение, и это очень хорошо. Соответственно, и количество кадров в секунду. Ну и второй поток также. Подробнее, что у нас здесь. Вот такие настройки есть. В общем-то, все это ты можешь видеть в настройках камеры с веб-интерфейса. Но вы видите, так как камера одного производителя с видеорегистратором, у нас есть возможность доступа до этих настроек через видеорегистратор сам, без компьютера. Обслуживать систему. И здесь у нас есть вариант обновить камеру. Текущая версия 17.10.22, запрос не, поиск включаем. При этом камера должна быть подключена к интернету. Ну вот у нас она есть доступ к интернету, поэтому последняя версия есть 23.08.23. Можно обновить. Погодя, обновим. А сейчас я зайду на тревожные моменты. На 18 канале камера. Да, есть обнаружение людей и есть тест лица. Камера поддерживает. По тесту лица многие вот спрашивают, будет ли камера работать, тест лица, вот если сама она у меня будет работать в системе с приложением. Эта функция работает только с видеорегистратором XMI, который поддерживает тест лица. Мой поддерживает, поэтому это он ведет аналитику. Не сама камера ведет аналитику по тесту лица, а ведет именно видеорегистратор по тесту лица аналитику. Сама камера чисто тебе будет давать команду по обнаружению людей, там присылать уведомления, все эти моменты. По тесту лица вот не помню, кажется, нет, уведомлений также не будет. Пиши в комментариях, если я что-то неправильно, вдруг что-то, может, упустил. Когда захожу в настройки видеорегистратора, это вот нового поколения видеорегистраторы, главное меню по тревоге, есть раздел «Проверка формы автомобиля». Смотрите, также если у меня в системе нету этих камер с возможностью проверки формы автомобиля, я кликаю, просто меня выдает окно «Нет настроек». Сейчас я кликаю, и у меня появилась камера, он автоматически показывает, что на 18 канале есть камера с возможностью фиксации автомобиля. Я делаю включение. Dальше что у нас? Канал записи какой? Обход. Можно включить обход, кстати, и по автомобилю будет сразу открывать на большой экран камеру. И здесь что дальше сделать? Включить зумер.
по фиксации автомобиля будет звучать из видеорегистратора пищащий звук. Выводить на e-mail, мобильный отчет, все эти настройки, все настройки как обычно. Жму ОК, сохраняю. Включил я функцию фиксации автомобиля на камере, на этой. Она ее поддерживает также. Далее по тревоге, 18 канал. В общем-то все тут, все стоит, все включено у нас. Звук с камеры на колонках видеорегистратора и телевизора, если подключен по HDMI кабелю телевизор к видеорегистратору. Все слышно, все отлично. Смотрите, появился новый значок. Среди этих значков он как бы наводишь, его нету. Но автомобиль вон там проехал. И появился значок по автомобилю. Красным квадратик с автомобилем. Там, вот смотрите. Проверка формы автомобиля. Вот есть. Так, смотрим дальше. Проверка формы автомобиля. Скорее всего, можно поставить выделение автомобиля квадратиком. Ну, как людей выделяет все эти дела. Сейчас зайду, посмотрю. Главное меню, настройки записи. 18 канал выбираю, там, где наша камера. Убираю постоянку. Теперь у меня будет писаться по людям, по лицам и по автомобилям. Постоянка писаться не будет, только тревожные моменты. Автомобили фиксирует она вон там далеко и ведется запись. То есть теперь, если ты не хочешь, чтобы фиксировала автомобили на оживленной улице, а нужно тебе именно здесь, можно зайти в настройки области и закрасить дорогу. Главное меню, тревога, смарт-оповещение, 18 канал, правила, установка. Ну, тут по людям показать следы, да, показать следы. Это людей посмотрим, скорее всего, и машины будет выделять также по определению. Делаю область, которая мне нужна для фиксации автомобилей. Ну, вот так вот. Раз. Можно точнее все это сделать. Вот. Вот. В общем-то, вот этого и хватит. Дорога исключена. Жму ОК, подтверждаю. Еще раз подтверждаю для сохранения. Заходим в случае чего, перепроверяем, что у нас установилось. Вот. И показать следы также сохраняю, если вам нужно выделять объекты, на которые камера будет срабатывать. Фиксирует. Да, фиксирует автомобили, но почему-то не работает по области там. Именно. А автомобили фиксируют на хорошем расстоянии. Вот это тут плюс, а по настройкам почему-то я пока еще не пойму, почему не исключает именно ту область. Дальше разбираемся. Но уже классно. И это первое мое видео, где я разбираюсь с XMI-евскими камерами по автомобилям, которые плюс видеорегистратор. Человека фиксируют также на большом расстоянии. Учтите, что эта камера с объективом 2,8 мм. Это широкоугольный объектив здесь установлен. Поэтому это тоже классно. Широкий угол, но чувствительность на хорошем уровне. Дальнобойность. При воспроизведении в этом видеорегистраторе, соответственно, и когда у вас есть камера с определением автомобилей, появился раздел «Автомобиль Replay». Выбираешь канал, который поддерживает. Вот появляется возможность выбора дня, потому что камера записала по автомобилям моменты. Если камера вот не имеет поддержки, то и нету ничего. Нету записей. А та, которая имеет на 18 канале, то жмешь ОК. И здесь сейчас открываются, прогружаются моменты по автомобилям. Вот они, картинки. И ты можешь кликать и открывать. Кликаешь и просматриваешь со звуком, что тут писалось. Ну, опять же, движение интенсивное, поэтому пишется все и сохраняется много чего. Вот так рядом здесь, которая проезжала. Смотрите, предзапись также имеется. Машины еще этой нету, которая у нас на стоп-кадре. Предзапись, вот она едет. Ну и хорошая предзапись. Кстати, там можно регулировать предзапись. Это, кажется, 10-секундная стоит. Кстати, припаркованные авто также она определяет. Вот стоит авто припаркованное, и она его определяет. Не только движущиеся автомобили фиксируют, а и припаркованные. И, опять же, подается запись на видеорегистратор по фиксации автомобиля. Так, а здесь у нас в подменю только по лицам, а авто... Чтобы открыть картинки с авто, нету. Давайте посмотрим, обход работает или нет. Функция вывода картинку на большой экран при фиксации. Вот.
Эта функция обход называется, я поставил там галочку и работает. Возвращается назад в многоканальный режим, опять появляется автомобиль и опять открывается вам этот канал. Вот эта функция обход, какой канал открыть при фиксации автомобиля. Ну вот смотрите, наверное, все-таки это недоработка, скорее всего, ну, сделают они. Нет выделения области по автомобилю. Я по области не вижу настроек. Период, то есть каналы, а по области нету. Где по области? Нету. Еще раз, форма автомобиля по области нету. И зачем вообще сделали отдельно этот пункт, я не понимаю. Мое мнение. Есть у нас общий раздел по тревоге. 18 канал. Поддерживает камера автомобилей. Сделайте здесь продолжение. Автомобиль, галочка, включить-выключить. Что делать при этом? Также здесь рамка увеличивается, добавляется автомобиль. Что при этом делать? И что сделать, установить дополнительные настройки. Вот как отдельно по тесту лица, по обнаружению людей. Также здесь раздел автомобили. Ну и область можно также поставить, но нету варианта. Область, которую я ставлю, она работает на людей и лиц. А по автомобилю настроек пока по области нету. Это минус. Пишите свои комментарии, подскажите, если, может, кто настраивал, где оно и как работает. Где включить по области именно по авто. Камера отдельно на приложении ICC. Одноплатформенная с XMI. Тут отдельно камеры можно добавлять. Вот она. Можно просматривать ее отдельно. Если ты захочешь, также и в настройки входить. И здесь... Кстати, по автомобилям нету ничего здесь, по смарт-сигнал тревоги, чисто по людям. Ну, что и следовало ожидать, то, что я вам говорил, это прерогатива работы камер с видеорегистратором. И здесь вот этот момент по области, по выделению, это проблема, ну как, не проблема, а минус этой прошивки в видеорегистраторе, что не сделали они по области, отдельно по автомобилю, более глубочайшие настройки. Есть об устройстве, имеется обновление. Камера имеет обновление, можно ее обновить как с видеорегистратора, так и с приложения. В общем-то, сейчас сделаю с видеорегистратора, через приложение я вам много раз показывал. Открываем канал, заходим на IP-камеру. Раздел «Обслуживать систему», «Обновить». При этом камера должна быть подключена постоянно. Питание должно подаваться на нее беспрерывно при обновлении. Скачивается файл и обновляется камера через интернет, ну, с помощью видеорегистратора. И само обновление пошло после скачивания файла. Обновить успеха, подтверждение, камера автоматически перезагрузится и появится у вас и в приложении, и на канале видеорегистратора без всяких дополнительных настроек. Ночная картинка с камеры, 3 ночных режима работают, картинка беспроблемная, бюджетный вариант картинки с Sony матрицей, конечно, камера будет лучше ночью видеть и показывать тебе и определять людей. Определение людей работает примерно на том же расстоянии. Автомобили также определяет и по ним тоже переходит в цветной режим и включает белые светодиоды. Все это можно сделать и с видеорегистратора, настройки по ночным режимам. Также можно сделать с приложения на смартфоне, зайдя на камеру отдельно, например, и в ее настройках там по стандарту XMI-евская камера, все есть. Заходим в приложение ICC. Картинка с камеры на смартфоне. Также для одиночного отслеживания это зашел я чисто на камеру. Одновременно камера работает с видеорегистратором. Видео с нее сохраняется на жесткий диск видеорегистратора. А зайти удаленно ты можешь на камеру чисто со смартфона на одну камеру. Звуковая световая сигнализация. Режим управления двойной, чувствительность секунд, сколько задержка включения белых светодиодов, от 5 до 120 секунд можешь выбирать. Все по стандарту. Режим двойной или полноцветный, или инфракрасная. Полноцветный принудительно мы переводим камеру в цвет и с задействованием белой секции светодиодов. Вот такая вот ночная картинка в цвете, довольно-таки неплохая. Ну и тут какой вариант в автомате работы, что подходит кто-то у тебя к калитке, и камера включает белый свет,
подсвечивает человеку, больше он различим в цвете человек, цвет его одежды, черты лица, и записывается все на жесткий диск. Такая себе камера-прожектор с автоматической работой. Или же можешь в полноцветном режиме поставить, она так будет до утра, до рассвета, вот таким вот образом, если это тебе нужно. Ну, идеальный режим это в автомате. В автомате это двойной. Инфракрасное ночное видение это без перехода в этот режим. Ни по какому поводу она не будет переходить, чисто будет в черно-белом режиме работать. Идет человек, фиксация человека и переход в вот этот режим. И запись включилась на жесткий диск видеорегистратора, все работает в автомате. Смотрите, в общем-то, вот 10 секунд, опять она перешла в черно-белый и опять увидела там человека, вон видите, далеко, кстати, чувствительность работает на хорошем расстоянии. Не так человек различим, конечно, видно просто, что силуэт движется, но это бюджетные камеры, поэтому здесь как бы требовать от нее чего-то не стоит за такую бюджетную стоимость. Хочешь на большем расстоянии, чтобы человека определяла, приближала, зумировала, и есть такие камеры, но там уже совсем другой ценовой диапазон. Смотрите, к камере, в общем-то, вопросов нету никаких, а вот вопросы возникают к видеорегистратору по моменту проверки формы автомобиля. Вот тут непонятный момент с областью, почему область нельзя настроить по автомобилю, и отдельно какие-то моменты по автомобилю, чтобы включать, выключать, именно как это обстоит дело с силуэтом человека и с лицом человека. По автомобилю, ну, есть моменты пока непонятные. Надеюсь, в дальнейшем это все поправится. Ну и как бы хорошо, что уже развиваются в этом направлении, что там больше предметов будет камера различать. Автомобили это также плюс. На хорошем расстоянии фиксирует человека также. На сегодня все. Камера в продаже в Украине по цене AliExpress. Кому нужен этот POE вариант, напрямую подключается к видеорегистратору. Без всяких проблем, совместимо с XMI-евскими видеорегистраторами. Также OnVIF протокол у нее имеется. Может она работать в других системах видеонаблюдения. Там Hikvision, Dahua, у кого какая есть. Но там не будет вот этого совместимости по лицам, еще по каким-то моментам. Подписывайтесь на Telegram, там именно в Telegram-канале продаю вам камеры по цене AliExpress. И на TikTok подпишитесь, там видео-анонсы. Всем удачи, до следующих видео.